Ты... Ты вот, ты хороший человек, и я тебя люблю. Ты вот, бро, а теперь приготовься! This is reaction time! И я ваш пытливый друг Гако19. И сегодня у нас будет Винджей с треком Look at Me. Вместе с Cryptic Wisdom. Сюрпризный! Трек попал к нам на канал только благодаря моему бусти-бро Инеске. Инеска, привет, не забудьте поблагодарить моего бусти-бро в комментариях за то, что работа попала к нам на канал. И почему сюрпризный? Потому что Винджей — это чувак, которого я хотел продвигать на канале. И пробовал, если я не ошибаюсь. Да, я больше чем уверен, что был трек от Винджея на канале. Должен был быть. Если нет, то я просто не успел с графиком. И Cryptic Wisdom тоже один из чуваков, от которого я жду просто чего-нибудь бомбезного, потому что раньше у него были прям охрененные треки, но в последнее время он что-то, не знаю, не радует меня так сильно, хотя потенциал у него взорвать на весь мир есть, на мой взгляд. Оба инди-артисты, да, индивидуалисты, которые продвигают себя через свой YouTube, не подписаны на какие-нибудь лейблы. И Винджей просто охрененный рэпер. Вы, возможно, знаете его по ролику, где он дисит мамбл рэп, да, от лица олдскульного рэпера, зачитывает мамбл рэперу и потом отвечает, там такой диалог идет, и оба персонажа играет он, и в обоих стилях читает он. Очень крутой чувак, очень. Мне очень сильно нравится. Приблизительно мой ровесник, если не ошибаюсь. И... Блин, пипец, как я не ожидал, что кто-нибудь из моих подписчиков закинет кого-нибудь такого Outkast, за которым я слежу, америкоса, который, ну, известен локально. И это, короче, очень приятно. Спасибо, Инеска. Надеюсь, всем будет интересно. А мы погнали. Странно, кстати, что я не слышал этот трек, а возможно, слышал, он мне не залетел. Oh God, I created a mess. Spoke truth and now these haters trying to pray for my death. When they come for me, I tell them aim straight for the chest. The walls are built around my heart won't let them break through the flesh, you know. Superman's in this bitch and immune to kryptonite. Flipping LSD on this tongue and taking a trip tonight. With black smoke in my lungs, I'd rather be sniffing white. Off a kitchen knife while I drink and drive in a Fisher-Price. Кстати, блин, Винджея, несмотря на то, насколько он молод, несмотря на то, насколько он свеж в индустрии, невозможно перепутать абсолютно ни с кем. У него настолько уникальный стиль читки, что даже когда он его меняет, он остается все еще настолько своеобразным, что ты такой, блин, это что, Винджей? В совершенно незнакомом треке, в совершенно незнакомой коллаборации, если прозвучит какой-нибудь отрывок от Вина, ты по читке, не по голосу, а именно потому, как он строит свои рифмы в тексте, 100 пудов поймешь, что это он. Это круто, это достойно уважения, у него есть свой стиль, и он мега яркий. И пока что все достаточно олдскульно. Ну, то есть, прям классический Винджей без фастфлоу и так далее. Но, думаю, будет фастфлоу. Я надеюсь, потому что он меня всегда радует своими фастфлоуными куплетиками. I ain't coping with no emotional damage. I'm just trying to talk to the Holy Ghost while I'm manic. Overdose in a panic with broken bones and a Xanax. On open roads with a ratchet like Post Malone and mechanics. Обалдеть! Блин. Если у вас не получается следить за текстом, это было обидно. Это было настолько круто. Во-первых, было построено очень классно с точки зрения именно рифм. А во-вторых, с смысловой точки зрения, когда я разговаривал, когда я обращался к Святому Духу, будучи не в себе, да, вот в самом негативном смысле не в себе, типа, сходя с ума. Единственное, что мне помогало, это Xanax, ну, это наркотик. Типа, кривоватый перевод получился на самом деле, мы потом пробежимся по общему смыслу текста, но, блин, это было красиво. Прям, и конструкция была классная, которая тебя качала, просто мотала из стороны в сторону, и смысл заставлял тебя и в максимальный негатив, и в максимальный позитив бросаться
то туда, то сюда. Это было прям очень классно. Bitch and immune to kryptonite. Flipping LSD on this tongue and taking a trip tonight. With black smoke in my lungs, I'd rather be sniffing white. Off a kitchen knife while I drink and drive in a Fisher Price. I ain't coping with no emotional damage. I'm just trying to talk to the Holy Ghost while I'm manic. Overdose in a panic with broken bones and a Xanax. On open roads with a ratchet like Post Malone and mechanics. Whipping in this bitch like it's Midnight Club. Making millions in my 20s, bitch, I feel like Russ. Coming straight from the underground. Grace never dumb it down. Это была отсылка к Расу, кстати, тоже один из мировых рэперов на самом деле, но больше тоже известен в Америке, ну, скажем так, на Западе, да, то есть Рас это Pull the Trigger, помните песню? Pull the trigger, ain't nobody gonna... Millions in my 20s, bitch, I feel like Russ. Coming straight from the underground. Grace never dumb it down. Any instrumental getting laced with 100 rounds. Boom, boom, here we come, better give me room. First body in my way, so I give it to. Who's who, never cared for the pick and choose. Living rough around the edge, but the rhythm smooth. Never did it once for the fame, or the love, or the shame, or the money, look at me now. Everything I've done for the game, never once for the gains, you can never figure me out. Since 18, I've been abrasive when I blaze the beat. I race it clean, cause when I wrote, I never changed a scheme. Now 7 days a week, I wake up and I make a G. So when they throwing stones, I lay them out. This is masonry. Да, на припеве прозвучал Cryptic Wisdom, и это было пипец как высоко для этого чувака. Ну, он раньше как бы исполнял партии на высоких, и это всегда звучало круто, но он отличался своим брутальным низким тембром. И так высоко запрыгивать на всем протяжении припева я такого от него не помню. Но хотя это свежачок, и в свежих работах мне как раз это и не нравилось. Вроде я слышал этот трек, но типа я его как минимум заценил, когда он вышел, потому что я стараюсь заценивать все от Винджея. Опять же, потому что я стараюсь запихнуть его на канал. И со всеми годниками, скажем так, хочется не пропускать, но, сами понимаете, за всем не успеешь. Прикольно. Осталось понять, почему мне не понравился трек с самого начала. Ну, то есть, когда я его заценивал в первый раз. Припев пока слабоват. По смыслу мне нравится, но сказать, что это прям тот разрыв, который мог быть с учетом коллаборации... But chasing dreams turned to rapping with a violent motive. These fucking bums popping off and I will not condone it. My rhyme's potent, every line they gotta stop and quote it. Popping overseas, I write a song and let it drop in Polish. That's international, homie, your shit is actual trash. So I don't deem it an accolade when I'm lapping you. Talent dies young, you're not the one it'll happen to. If y'all are on a wave, I'm about to let the Kraken loose. now there's blood in the water, just give me something to slaughter. You'll see me swallow it whole like it was drugs at the border. Any last words, Vin? I would love to. Let me clear my throat. Fuck you! Boom, boom, here we come, better give me room. First body in my way, so I give it to. Who's who, never cared for the pick and choose. Living rough around the edge, but the rhythm smooth. Never did it once for the fame, or the love, or the shame, or the money, look at me now. Everything I've done for the game, never once for the gains, you can never figure me out. Блин, кстати, очень красиво заканчивается припев. Никогда не делал это для успеха, для бабок и так далее. Но смотри на меня сейчас. Смотри на меня теперь. Я это делал в свое удовольствие. Я делал это так, чтобы мне нравилось, чтобы было хорошо. И в итоге это все равно привело меня ко всему тому, ради чего я этого не делал. Все, что я сделал для игры, ну, рэп-игры, да, никогда, ни разу не было для игры, в итоге ты не сможешь понять меня. Блин, это сильно.
Так, блин, ну в принципе в текст уже нет смысла лезть. Я достаточно хорошо разобрал общую картинку в процессе. Тут, опять же, такая популярная рэперская фишка: рассказать о том, какой ты классный, обосрать индустрию, обосрать всех вокруг и послать всех к чертям в итоге, да? Но определенная глубина тут присутствует. Ребята все равно попытались раскрыть какие-то эмоциональные внутренние переживания так, чтобы слушателю это было близко, да? То есть тем слушателям, у которых были подобные переживания, чтобы это было эмоционально близко, да? Чтобы они смогли это пережить, возможно, отпустить благодаря этому. Но это не настолько глубокий трек, да, с этой точки зрения. Это просто такой пощечина в лицо тем, кто сомневался в нас раньше, и тем, кто сомневается до сих пор, несмотря на то, каких высот мы уже добились. Идите все нахрен, мы будем рвать и метать дальше. Но мы это все делаем только ради того, чтобы делать, потому что нам это нравится. И как Вин Джей уже сказал в треке, fuck you. Охрененно. Ну, да, я понимаю, почему мне не понравился трек. Я, опять же, слежу за Вин Джеем очень пристально, и всегда, когда у него выходит что-то новое, я такой: давай, попади на канал, попади на канал. И когда это бывает не из числа вот прям самых мощных треков от Вина, которые мне лично нравятся, я расстраиваюсь. Это не из этого числа. И Cryptic Wisdom тут очень классно спел. Очень такая попсовая конструкция, которая въедается в мозг и так далее, но было все равно не то. У ребят, у обоих гораздо больше потенциал, гораздо выше способности, да, и тречок, сами понимаете, по своей тематике и изначально не имел вот этого потенциала раскрыться ярче, потому что сама тема была достаточно избитая и стандартная для рэп-индустрии. И с учетом этого, трек охрененный. Просто я, очень редко слушаю подобные треки с такой тематикой, и редко залетает это мне все. Если не вдаваться в смысл и просто как бы включить трек на фончик, это да, это 100 пудов оно. Вы никогда не пожалеете, что этот трек заиграет у вас в плейлисте. Но я добавляю в основном треки, от которых меня разрывает, и это не из их числа. В любом случае, Инеске огромное спасибо за то, что заявочка была именно такой, да, Cryptic Wisdom, Vin J, оба чуваки, по которым я тащусь, и очень хорошо, что они попали на канал вдвоем. Если вам понравился мой реакт, не забудьте поставить лайкосик этому видосику, затыкайте там его до смерти, отметьте кнопку подписки как следует, чтобы ей мало не показалось, и пните колокольчик, он это тоже заслужил. Если у меня получилось поднять вам настроение, вы захотите поднять мне его в ответ, угостив меня чем-нибудь, ссылочки на Donation Alerts и Boosty в описании данного ролика, и оформляя одну из ежемесячных подписок на моем Boosty, у вас будет возможность влиять тем или иным способом на материал, выходящий на канале, в зависимости от уровня подписки и вне зависимости от какого-либо уровня, у вас будет возможность общаться с моими остальными бусти-бро в закрытом, комфортном, приватном чатике в нашем дискорде с охрененной атмосферой, где я тоже частенько зависаю. Не забывайте про мой инстаграм, про мой тикток, просто напоминаю. И всем спасибо за просмотр, увидимся снова в следующем арти-ролике.